Сейчас я еще Саше отправлю. Нашему. Спрашивал, как тебе игра. И вдруг увидит. Ну, вдруг время будет, может посмотреть. Так, где поделиться? Скажи, так писать можно. Он знает все это. Писать можно. Вот, Саш, смотри, короче, я еще стримлю вообще эту игру постоянно вечером. Просто чисто так, по приколу. Вот, поэтому можешь приходить. Вот сейчас, например, я стримить тоже буду. Что ты писал? Нет, он писал вечером до ужина еще. Это нам специально рассказывают теперь каждый раз, что было в прошлый раз, чтобы мы помнили. Нормально. Так, ну теперь можно и поговорить с этим. С кем? Ну, помнишь, что вдруг он еще что-нибудь скажет противный. Вот это как. Извини, Федор, на сегодня лень было переименовывать. Почему? Это вторая же часть Хорайзон. Ну, Хорайзон 3. Я просто первый стрим назвала просто Хорайзон. Надо 2-1 и 2-2. Да. А где? Он только что тут был. А все. Куда ушел? Возле них в палатку. Да, он все, он ушел. Он сказала, вчера что... тут был. Ну нет, он куда-то, наверное, он где-то поблизости, но мне просто странно, он тут был вот только. Ладно. Ну что, с тобой пошел, нет? Ты не должен был. Саша не придет? Не знаю. Не знаю, он был в сети час назад. Ой. Еда. Да? Да, еда, я уже забыла совсем. А тут что? Мясо куча. Я забыла совсем, что тут есть. Так, это сохранение. О, сколько тварей этих тут. Это мои полные. Их очень много нельзя. Это 3 штуки всего. Надо идти в траву и оттуда его подкараулить и бесшумно убить, чтобы никто не набежал. А тогда сейчас он будет подойдет. И по очереди их всех. Сейчас другой придет к тебе, смотри, вот это. Нет. Вот он. Ты можешь вон тут в ту траву. Все, уже. Не надо. Ну давай. Это он так. Сейчас этот придет, и ты его. Мало. Прячься. Он идет к тебе. Да, я вижу. Они тупые, они видят, что эти погибли, они ничего не делают. Ну, они пойдут проверять. Он, блин, из-за трупа, он к трупу подошел. Прячься, правда. Он все равно уже нападет на меня. Ой, что я не ту кнопку-то бью. Все хорошо. Он меня убил. Я тебе говорю, давай по чуть-чуть. Сам ты безмозглый, что еще могу сказать тебе? Кошмар, он тебя убил. По очереди. Буквально.
вообще я согласна, как бы. Что стелс тут такой. Сюда нанесено. Ничего страшного. Ну, ничего страшного, конечно. Ой, ой. Ой. Блин. Заметил. Подвал сохранил. Ну, и она встать не могла. Мороз? А если в траву спрятаться, они тебя уже все равно знают, видят, да? Стояли, говорили, это потихонечку. Да, да. А что на ранее стало? Еще один там, да, но не приходит. А вы у нас? Он не раненый, не родил. Не успела ударить. Не обобрала его. Обобрала, успела. Это что? Камень? Камень. Полезно. Сколько хубануть тут. Не очень-то они убегают. Ну, это я просто в замедленном режиме била. Надо думать. Надо же. Лиза. Английский. Ну, я не успеваю. Извини. Это кто писал? Ну, это какой-то вот, я так понимаю, чел, которые такие северные вот эти. Азерамцы или как их там. А что, там домиков больше не было? Там еще палатка была, нет? Да, по-моему, нет. Ну, вон какая-то фигня. Да, там два домика. Ну, как-то переломанный домик. О, там смотри, можно желтое, что это? Да ничего. Ну посмотри, вон, видишь, столбики желтые. Да просто желтые столбики. Можно залезть туда просто. Ну, да просто желтые, даже так скажу. Что зеленое? Не знаю. Яд. Ну, что-то взять можно. Кристалл. Зеленец. It's green like blaze, but it's hard and shiny. Wonder if merchants would be interested. Понятно. Для улучшения некоторых Оружие. А это Предметов. Что, синяя, это указатель. И вокруг мало ходила. Ну да, но я думаю, я потом еще сюда вернусь. Ну, я сейчас в город схожу, я думаю, там квесты будут по-любому. Если, не будет, то все равно вернусь. It's a dead machine. It must be a bristleback. Maybe Aaron took it down? It must be chain scrape. Drew said I could get my bow upgrade in there. I'd be able to tinker with my other gear too.
Я думаю, скрежет горы, так и было написано. Wanna come in, Savior? Welcome to Chainscrape, Savior. Open up, guys. Dwarf's orders. Good enough for me. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Not our problem. The bristlebacks are everywhere. Roland, you've heard of him. Yeah. But he's a story best told over a cold beer. Не помню. I'm just passing through. I'm headed west. Oh. There's an embassy at Barrenley I need to make happen, and then I keep moving. Я буду. Ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flame Hair, good to see you. Gotta move on. Petra. But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Да. И, конечно, тут такая умела дойти. Увидела, 100 лет не видела. Угу. Иди. Сейчас пойду. Well, this old one guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Do I have to say it every time? Look, Honora. Must be an exile. Угу. If you have a go in the fighting pits, I'll be sure to watch. Угу. Hey, you have got some serious weaponry there, don't you? We are on the same side here. The bristlebacks threaten us all. Oh, drop the act. We all know it was the Carja who let the bristlebacks into the valley, sent them straight through the gates of Barren Light. That is preposterous. Why would we let dangerous machines into our own land? You mean the land that Anastasian laborers work tirelessly with no say in its governance? The land that, should you sign the decree, Oh, damned concession decree. would be managed by the people who actually live and work on it. What do you want, Loveland? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walpole of Derval, gutter of yours. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olvent Creo, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my savingly attention. Ah, bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well, best get to it, hey? And off you go. Not so fast.
You don't seem to have a high opinion of the magistrate. Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osram gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja Ой, извините. clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osram laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. Then just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. If Chainscrape is on Carja land, shouldn't a Carja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. Where's the whistle? Right in the middle of town, but with the threat out there, I'm not endangering innocent Osram lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Better see what that Carja magistrate wanted. Да, Федор, я буду выключать микрофон хотя бы иногда, потому что я послушала стрим свой записи, и там, конечно, эхо просто жуткое. Я постараюсь еще, я либо как-нибудь наушники подключу и сделаю чистый микрофон в наушниках, посмотрю, как так будет, либо... это там где-то. Ну, да, сейчас найдем. Либо я чувствительность микрофона понижу и постараюсь, посмотрю, как будет. Потому что эхо очень сильное, конечно, неприятно. You're that Nora machine. Не дают. Я думаю, найдем. Ты ничего не скажешь мне? Самый добрый житель. Ой, это кто? Ого. Well, you know better than anyone it's a dangerous world out there, and not just against machines. Name's O'Dirk. This here's my training pit. Best place to practice close combat this side of the Forbidden West. Say, I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the Enduring, master of the West? Who? The Enduring.
A legendary Tanakh fighter, the master of masters. I've heard the Tanakh have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the enduring. So, to find the enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tanakh are split into 3 clans. 3 clans, 3 capitals, 3 training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the enduring. If the Tanakh don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill. Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only use dual blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You'll have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? I might be. That's what I like to hear. Никакого выбора. Да, мне выбора не дали. Но я могу выйти, наверное. А, ну нет, ну иди тренируйся. Ну, сейчас, подожди. Какой-то покемон-зал, когда побеждаешь всех младших, можно побороться с тренером. Ничего себе. Уроки. Испытания. Тренировка. Ну, надо урок, наверное, посмотреть, что это такое. Пипец. Ну ладно, легкие атаки. Да. So learn to combine them with other attacks. Все. Понятно, уроку такой был. Тяжелые атаки. А это как? Это, ты знаешь, как делать да. тяжелую атаку? Ну, еще внизу написано. Ну, или не внизу, да. Тупо. А почему урон не наносится? Вот, ты сносишь смело. Да, ну почему в меню? А, надо нажимать, не зажимая, окей. Break weapon blocks and do more damage. But they're slow, so your opponents might counterattack. Ты будешь еще торт? Да, наверное, уже нет. Мощные атаки. Вот сейчас тут, видишь, как? Шло бежать, Smash weapon blocks to really hammer an enemy with damage. But they're slow and leave you vulnerable, so pick your moment. А потом их все можно применять. Испытания. Для этого испытания нужен навык крушитель. Тренировка. А ты пройди в тренировках все. Да, там все, да, остальное мне нужно навыки прокачивать. А вот тут вот просто тренировка. Что-то он меня разносит. А ты что ничего не делаешь? Давай. В момент улучшить. Ну так ладно нести. Пока он лежит, там жопой. Молодец. Ну это просто тренировка, тут как бы я ничего не выигрываю. Все. Надо же как-то выйти из режима. Вот так, выход.
Покинуть игру? Нет, я не хочу игру покинуть. Я хочу тренировку покинуть. Видимо, нельзя. Или я его не добила чуть-чуть. В смысле нельзя тренировку покинуть? Там должно какие-то все сбить с него эту фигню, и тебе скажут, Так тут что... можно сколько... Вот, закончить тренировку. Видишь? Ну, я... Ну, теперь надо... Нет, мне надо теперь прокачивать навыки. Навыки. Воин. А как их прокачивать? Что нужно Ну, делать? для этого уровня нужно повышать и иметь бонусы. Ага. Это ты сейчас сделала? Что, да, я сейчас прокачала навык. Ладно, я поняла. А все? Надо все же сделать, чтобы потом в следующем надо, нет? Ну, тут нельзя, тут мне надо навыки понапрокачать. Видишь? А, ну я вот прокачала один навык, я одно могу сделать. А потом придется возвращаться сюда? Ну да. Надо? Ну, это прикольно, ачивки. Ну-ка, хочу вот протестировать новый навык. О, сколько много нажимать. Energize after attack. Adding heavy attacks, a combination. Ну, подожди. Try attacking your enemy. See if you can energize them. Вот так вот. And their armor's on. Shoot the energy. You did it. Вот так вот. Накапливаешь энергию, переносишь энергию на врага и взрываешь эту энергию. Тяжело тут больше гораздо. Ну, теперь испытание. Так он сейчас будет отбиваться. Да. Ой. Надо еще и в руку попасть. Вот. Keep energizing it and then your enemies. Triggering those energy blasts should help you vanquish your opponents. Все, победила. Лимит времени минута 20. Я справилась за 20 секунд. Молодец. Все, остальное не Ничего могу. скажет, а он ничего не скажет. Ничего не скажет. Все, понятно. Остальные надо прокачать. Да. И понятно. И прийти потом. Ну, по сути, мне еще надо только крушителя прокачать какого-то. Именно для этого круга. Будь здорова. Ну, сходим. Ой, спасибо. О, вот она. Hey, Milda. I took some of your stew last time I went through the wild. Kept me going for a week. Felt like I could have put a strider in a sleeper. Enjoy it while it lasts. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Oven didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me.
Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted? Some of your food? Of course. Are Ulvin's people causing you problems? Oh, yeah. They constantly demand my best, but the equipment I need to make my signature dishes isn't built for batch cooking. And don't get me started on the Ulvin discount they feel so entitled to. And if you refuse? I make meals, not trouble. How did you end up in Chainscrape? Heard about a new and upcoming town at the edge of the frontier. Where there's a town, there's a tavern. I was in need of work. So I got myself out here and started cooking. Some of these people had never tasted proper boars and berries stew before. Anyway, next thing I knew, people kept coming back. Guess they liked my food. Or the ale. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But my special groove griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Ulvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients, a few pieces of decent wild meat, and let's say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in the scrounger pile, if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as much a hunter-gatherer as your clothing suggests. Давай. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Ой, хорошо, Федор. Так. И сковородку. Так, а девочка тут есть наша? А ягоды у тебя есть, и мясо у тебя есть. Ну, может, не все. А тут нашей девочки-то и нету. Да, она была тут. Ну, она сказала, что ее тут искать, но тут вон всякие. У тебя были, там было зелененькое и были следы. Почему тут следы? Ну, что это персонаж, с которым можно поговорить интересно. А, вон сидит. Вот она. Да, вот такие следы. Да нет следов. Ну, в смысле, вот эти вот. Четырехугольник, и потому что Ну, это... Thank you for taking the time, and my condolences that you had to endure Ulvin's bloviating. I've dealt with worse. It sounds like he's really trying to put you over the barrel. The idea that the Karja purposely let bristlebacks into the Daunt, it's completely absurd. But the louder and longer he says it, the more support he'll get for his damned concession decree. How did the bristlebacks get into the Daunt? No one knows for sure. The first report of them came from west of the quarry. But unless they have wings I don't know about, I don't see how they could have come over the mountains. No other way in. The only way I know about is barren light. Look, if you can get to the bottom of this, I can offer a considerable bounty in return. Help me shut Ulvin up. What is this concession decree that Ulvin wants? He wants the Sundom to designate portions of the Daunt as Oseram holdings. Only the portions, mind you, that produce any value. Let me guess. Because he stands to profit somehow? Exactly. With the Daunt under Oseram law, he could secure more investment for their numerous ventures. He can't get those investments without the concession? No. Not while there's a chance the Sundom could revoke their access. Hence, why the concession is so important to him. And why blaming the Karja for the bristlebacks, no matter how absurd, works in his favor. How does blaming the Karja for the bristlebacks help Ulvin get his concession? Look around. This may be the Sundom, but Chainscrape is all gears and rust and
bad ale. Claiming that the Karja loosened Понятно. bristlebacks in order to intimidate Oseram laborers into obedience. Well, let's just say no one here has forgotten the atrocities of the Mad Sun King. And with the bristlebacks bringing work in the valley to a halt, Ulvund has plenty of time to pick at barely healed wounds. And if the Oseram refuse to work, unless the concession is signed, you won't have a choice. Correct. The reconstruction of Barren Light must continue. How did you get stuck out here? I asked for the posting, believe it or not. Overseeing the entire valley on behalf of the Sun King? It was an honor. Is an honor, I mean. But your job would be a lot easier without someone like Ulvund blasting hot air all the time? Ulvund's not going anywhere. He's been around longer than I have. Even fancies himself the founder of Chainscrape. Oh, I'll find a way to live with him. I have to. You said the bristlebacks were first spotted west of the quarry? Yes, according to one terrified laborer, said the ground trembled before they came charging down the hillside. He took off and ran all the way here. Good place to start looking, then. If you learn the truth, maybe Ulvund will stop blaming the Karja for every problem under the sun, and maybe then he'll actually focus on rebuilding Barren Light instead. Кошмар. А вон там еще сидят на улице. Ну это да, это уже... ну вот еще сидят. Бар здоровый. А вон она сидит. Ну, какой болтается. То есть... Come for that beer after all, eh? Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. We got bodies to bury from the bristlebacks, the work stoppage, Ulvund grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Don't listen to me. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. So the bristlebacks in the Daunt. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But I heard talk of some vanguards trying to take them down. Did they come through here? Stopped by briefly for supplies. Ulvund was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks and the Daunt help Ulvund? 2 words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Ulvund has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Damn crow.
Karja slavers. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Barren Light. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's gotta be a squeaky wheel for the workers around here. So about Olvend. Around here, everything's about Olvend. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barren Light would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. This concession decree, what is it exactly? And how would it help Olvend? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olvend has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Osram municipality, so he could buy enough votes to call himself an elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. Well, I have to be going. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flamehair. Ну, она сказала, что вот была тут в городе. Ну, короче, что она тут делает, это то, что в том городе все хорошо было, и она решила, что бы и в принципе и не... О! To revel in some strike, sister? Let me set the board. I was just passing by. First timer, huh? Don't worry about it. I'll go easy on you. You got any pieces? No. Well, aren't you in luck then? I got an extra set. A Tanakh original, straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards, too. Сейчас научит в нарды играть. Капец. Давай, набор новичка. Либо. Это когда совсем уже делать нефиг надо. Ну, сейчас. Ладно, начало. Чего это каждый раз? Подожди. Семь очков. Угу. Я думаю, она сейчас нас научит. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine, and each machine is worth a different number of victory points. To win the game, you need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of. You see that number on the top right corner? Mm-hmm. That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move.
how powerful their attacks are, the distance they can strike from, and of course, their health. Okay, that's enough for now. Let's just play. I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to your right, and move it forward. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Easy enough, huh? Now, you get to move 2 machines each round, so go ahead and pick a second machine. Мне кажется, так близко не надо стоять. Just need to, Да, я и собираюсь. move that machine forward. А почему? Я же хочу вот. Perfect. Ну ладно. There's not much else to do for now, so just end your turn. We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece close enough to attack one of my machines. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power against the opponent's. A machine's and its own извини. power. This board only has grassland terrain, which has no effect on a machine's combat power. And your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Since my machine isn't the one attacking, it has 0 points of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the 2 machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Да. Knew you were a smart one. Ну Finish сейчас that by проиграем attacking my и... machine. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine sprint. That lets it move 1 space further. Try it out. If you sprint, you'll be able to reach my machine. Хорошо, я это поняла. Go ahead. Just sprint over to... Так, я нажимаю. Try sprinting up. Я немножко не понимаю. If you sprint, you'll be able to reach my machine. А, она хочет, наверное, чтобы я до той дошла машины, вот до этой. Downside of Господи. sprinting is that your machine can no longer attack. Now, some players like to take a risk and overcharge their machine in cases like this. Overcharging lets you attack after a sprint, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing that now so you can see what I mean. That's about it for your turn then. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see them on the pieces. Blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Hit those and you'll deal a mighty blow. Here, let me show you. Rotate that piece so your machine faces mine. Как? Now let that machine have it. Off the board she goes, and there's your first victory points. You don't have Сейчас не будем. yet, so let's keep going. Сейчас не будем, конечно. Attacked mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece.
Go on. Move your... Зачем ты назад? You've already attacked a machine and moved your piece. But if you overcharge your machine, you can attack a second time. And by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. Sometimes it can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Дай мне повернуть. You're still getting the hang of it. Окей. А, вот так. Ain't that a thrill? Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory points our machines are worth. Good news is, since you're the one attacking, you're going to receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Now, you'll notice you didn't pick quite up to 7 victory points this time, but you did destroy all my pieces. That means you're the winner! That wasn't so hard, was it? Just remember to always check for the best terrain to attack from. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces that can turn a game in your favor, though they'll need the right materials to craft you one. Or you might find them in the wilds if you're lucky. No, I've lost my fair share of pieces after a night of machine hunting, brew hopping. No need to thank me. Always a pleasure to help out new strike players. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. На один шаг приблизились только к освоению. О мой бог. Да, все, хватило мне. На сегодня. Да. Верстак надо. О мой бог. Улучшить оружие, конечно. Обожаю в города приходить и 10 тысяч часов просто говорить с людьми. Ну да, получается, вон там, наверное. Да. О, магазин. Пошла в магазин. Чё? А что, он не хочет? Ты не дошла до него. 3 шага. 2 шага. Я не очень понимаю, как с тобой взаимодействовать. Зайти к нему в тыло. Хорошо, если я хочу вот... А, это мое хранилище. В каждом поселении. Нормально. Вон, у меня уже, видишь, сколько в хранилище веток лежит. 24 ягодки. А он на эти ягодки ему надо? Нет. А мяса нет. Да не зайдешь в магазин. Ага. Ну ладно. Почему я не могу в магазин? У тебя ничего нету. Что с тобой разговаривать? Так это продавец, у меня деньги есть. Нету. Есть, это осколки машин. Вот, с этим могу поговорить. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop. А, закрыты все магазины, похоже. Пока... Не разбиты эти... Ой. О, какие штуки. Улучшение оружия. Лук хотела бы улучшить. Как? Все есть у меня. Давай. Ой, и для этого есть, да.
А это не могу. А какой он теперь стал у тебя? Ну, теперь можно на него спираль оружную надеть. Это там бонусы дается. И теперь кислотными стрелами стрелять можно. Надо палку свою улучшить. Это что такое? Это взрывная штука. Так. Улучшение одежды. Подожди, покажи. Нужно улучшить. На ближний бой ты вообще не можешь. Да. Ой, могу вот это улучшить. Улучшаем. Дальше. Урон. Дальше не могу. Ловушек изготовления. Ну, ловушки я могу и так изготовить. Зелья. Зелья я могу тоже, по-моему, и так. Улучшение подсумков. Вот. Ни хрена у меня нет для этого. А, могу улучшить сумку для бомб. Супер. Палку свою. Палка вот, изготовлена, и не могу улучшить никакого. Все, это все, что я могу. Не могу. То есть ни черта нет у нас. Now I just need to find Aaron and help him clear the bristlebacks. Враги? Нет, это не враги. А враги каким цветом? Я не знаю, каким цветом враги светятся. Каким-то, не помнишь, мы их высвечивали? Так, ну я предлагаю что-нибудь сделать. Давай что-нибудь сделаем. Потому что я тут полагаю, я еще могу, например, поговорить с кем-то. Я лучше вернусь, потому что вон еще и секретик какой-то, блин, и то, и все. Задания. Побочные, сикачи. Ну, пойдем в сикачей. Уровень 7, а ты можешь? Не могу. Я уровень 3. Ну, вроде бы. Дела. Хорошо, у меня есть уровень 5. Вот, давай ему соорудим сковородку. Давай. И мясо. И ягодки. Да, мясо у меня, по-моему, ну что там? Нет у тебя мяса. 2-5 у меня мяса. Где ты нашла? Ну вот там написано список целей. 2 из 5 мяса. 3 кабана? Ну, примерно. Горьколист надо найти на скалах и в зону обитания мусорников зайти. Вот сейчас я иду по метке. Так, ну это новая миссия, я не знаю, стоит ее сейчас брать, наверное, потом, потому что сейчас еще придется говорить. О, как. Короче, очень обширная Игра, да, только тут еще обширнее, у меня такое ощущение. Прям еще и крафт. Что, Федор? Комната. Подожди, а как я ее назвала? Можешь повторить? Какую комнату? Он, наверное, имел в виду склад мусорщиков. Или как его? Вон, кабан. Голову бы. Это убегает, а те не убегали. Ну, какие-то лошары те. Зона обитания мусорщиков. Да, твоя комната. Шкура, зуб, мясо дичи. Вот, осталось одно мясо найти. Могу скрафтить стрелы. Ядовитые. А, не могу. Почему? Почему не могу? А, потому что у меня они уже скрафчены. Окей. Что-то 10 мало, когда сумочку увеличила. Ну, это надо прокачивать лук и увеличивать сумку. Ну. Сумочку. А ягоды на скалах, да? There. That should be enough wild meat for Nilda. Да и не думаю. Куда мне надо?
Я не вижу. Активная. Надо поставить метку на деле, да, и Ну, будет выказывать. да. А, это номер 2 сейчас подсвечивается, поняла. Почему-то она номер 3 подсвечивалась. Ой-ой-ой. Кто меня там пытался заметить? Вон он идет проверять, идет. Иди, иди сюда. Она сейчас придет обратно. Нет, он все желтый. Сейчас вообще. Ну, все равно. Там для апгрейдов мне... Ой, что же мазила я такая? Ну и не надо. Would do a lot of damage. Олень. Да. Ну, я, может, одного прикончу. Да, они в красном делают. Посиди. Ну, это же олени, убегают они. Это, они не все на тебя нападают далеко. Вот меня выбрала. Выбрала. А, куда? О, похоже. Нет, это пигмент это. Это не то, это горколист. Это багроцвет. Я ничего не могу с ней сделать, с этой фигней. Зато вон трава какая-то растет. А, лекарственные водоросли. Где я могла собрать только что их? А, вон. Ага.
красиво было. Угу. Сейчас как бы неплохо. Вопросик. Вот прямо теперь. Ты бежишь, а там они... Ну, вопросик просто появляется. Это они настораживаются. Ага. О, это что такое? А, это там животное. Голубь какой-то. А, что-то редко с него выпало. Сойка. Вилочка сойки выпала мне. О, как красиво, тут все белое. Снег это. Да, вон, видишь? Комьями. Енот. Ой, меня кто-то пытается увидеть, сейчас увидит. Да, уже позвал. Да, он меня явно видит. Бегут. Они бегут! Сиди, они тебя знают? Нет, не знаю, сиди. Ничего себе, сейчас прилетела, чуть по роже не прилетела. Сиди, они желтые стали. Так, ну мусорщики вот, собственно говоря, вот где-то тут у них куча их. Сиди, просканируй. Вот, раз, два. Ну, 2 мусорщика, наракоп и вон наракоп. А вот что такое фиолетовое? Ящики с припасами. И припасы всякие просто. Ну вот они тут живут, получается. Вот. А цветы где? А, вот я прошла чуть-чуть даже. А, нет, наоборот, я чуть-чуть не дошла. Или сейчас, подожди, не могу понять. Я сейчас развернута тут, да? Вот сюда, да? Да. Я наоборот как бы прошла уже даже немножко похоже. Мы речку прошли, потому что нам не надо было. Угу. Там вот где скалы были, вот около речки, там надо эти цветы. Ягоды. Ну вот это все. На кого сейчас покажи карту. Правильно? Да, сейчас правильно иду. Я сейчас поняла, что не так. Вот тут лист рифленого железа. Но для этого мне надо этих всех поубивать. Подожди, приду. Да не придет, он просто на страже будет. А так позовет. Нафиг надо. Идет проверить. Там не придет. Потихонечку пила, не надо. Он тут живет опять 5 штук. Ну, такой он скорее идет, да? Вот свет. Надо строгнуть. Нет, мне кажется, это животные какие-то. Где? А, ну кто-то умер. Вот и сейчас его давай. Ты же бил кого-то, нет? А, ты убежала от него, да? Ну да. А, это он пьет. Угу. Ну он сияет. А, ты отшибла у него. Да. Долго. И прячься. Что убьет, то тяжело.
А этот идет проверять. О, ты его уже стреляешь. Да. Что-то не сдох до сих пор. Ну сейчас уже сдохнет. Еще один вон там вот пилит. Вот панель из рифленого железа. Вот это зеленое собирается. Вон еще один. О, засек. Сейчас придет, У него стрелы вот эти для него. Нужно ими пользоваться. Да ладно, да вот и я уже убью. Ой. красная. Ну, лечусь. Ну, зато вон какого фигачит стрелы. Все, готов. Кто-то там меня пытается найти. Вот там где-то, вон. А, вон еще. Бежит. Да не бежит, просто смотрит. Смотрит. Ага. Ну, я сейчас иду, да. Я сейчас, ну вот видишь, по треугольнику иду, к ромбику. Ну, к ромбику иду. Нет, вопросик это да. Вон ромбик на карте. Нет, это значит, что враг просто меня может заметить, но что-то уже я ушла далеко. Да нет. Ну, черт его знает. Прокачаюсь-ка я. Чё там надо, и сказали ему? Крушитель нужен. Ага, освоила? Да. За счет чего ты это прокачиваешь? За счет того, что уровень поднимаю. Уровень поднимаю. Ну вот, еще идти туда сколько? 180 шагов, да. 180 шагов всего. Да, видела. Заметил. Да ничего не будет такого. Да нет, я думаю, он остановится.
Угу. Да, все, я уже убежала слишком далеко. Так, где-то тут должна уже скоро быть. 100 шагов еще идти. Горьколист, я так понимаю, прям тут где-то все это время был. Вот он, наверное, зеленый. Да. Ага. Вон еще камень там я вижу. Не знаю, Дора, наверное, ничего особо. Вот она. Вот она. I've been receiving another visit from Olvin himself. He was pushy, but I stood my ground. And dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. Instead of 2. Each journey begins with a single step, I guess. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. Time to cook. Wow. Mildif, that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. And your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. Да. Опыт, очки навыков, вот. Могу... Ну, то, что выполнили. Так, что я могу... Не, надо что-нибудь другое прокачать. Например, что такое лазутчик? Скрытность. Охотник. Ускоренная установка ловушек. Ну, ладно. Да там, типа, на... Ага. 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 А что, ничего могу? О, можно всякую еду делать. Редкая пивная закуска. Угу. Кузнечному. Кузнечик какой? Похлебка. И каждое блюдо что-то улучшает. Ага. И навыки прокачивает, да? Могли бы разные сделать картинки для блюд, ну да ладно. Угу, можно, короче, купить блюдо.
у повара и потом их съесть. Ну, для этого надо добыть еду. Наверное. Ну, ингредиенты, я так понимаю, да? Или нет? Не знаю. Тут он сказал за счет заведения. Сейчас не буду. Попозже. Надо было узнать, собирать нам мясо, не собирать. Ну, я сейчас скажу, давай нам еду. И он даст, и у меня появится, например, какой-нибудь эффект. А мне он не нужен. Не нужен? Ну, прям сейчас. Ой, сколько там времени? Так, ну я могу еще подраться в бойцовском круге. И, наверное, все. Ты сможешь же это? Да. Ну, давай. Где там флажок? Ага, поют. Я не к тебе. Все, танец закончился. Up for some training? I set up something new while you were gone. Что? Крушитель. То есть надо все... О, тут уже дерутся. Вот. Ой. Все, закончила я. Я просто неправильно сделала. Break their weapon block, then follow through to attack with this combination. Неправильно? Нет, все правильно сделала. Так, теперь испытание. Крушитель. Он меня убил. Он меня все мои бонусные забрал с жизни, которые мне еда дала. Давай. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or power attack to break through. Either that or hit them from behind. О. Ой, а что я не могу? Мне лук не дают использовать, потому что... Attacks, the enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. That didn't do it. Try again. Кошмар. Сказал, не пойдет так. Использовала что-то? Нет, наоборот. А почему? Надо просто... Я поняла, не то я немного делала. Нужно разбить блок вот этой вот навыком. Неправильно. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Блин, не получается у меня. Уже сложно мне. Офигеть. Нет, я тут не могу полечиться. Да все уже, время истекло у меня. Я неправильно дерусь, прикинь. Неправильно дерусь. Нифига себе.
Он делал раз, два, три, а тебе If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Давай, пока он шатается. Ух ты. Да. Да блин, мне не по... Давай! Да не успела я, не успела. Все, получилось, 1 секунда оставалась. Капец. Вот, нифига ты. Сложно. Да, мне даже сложно. Тут комбат, конечно, в 1000 раз лучше. А это ты не можешь еще? Нет, могу. Сейчас как раз вот могу, потому что я прошла все испытания до этого. Давай уже получим сюда и все. Безупречный череп. Ты знаешь, какой это? Ну, я вот почитала. На 3 раза. Раз, два, три. Давай. Убегай. А можно я попаду в руку? У меня еще есть все шансы умереть. Ух, капец, да. Well fought, friend. Well fought. Are you okay? Yeah. Ooh. Serves me right for thinking I could go up against the savior of Meridian. Here, have this. A little something for the new champion. Thank you, Oderk. Don't be a stranger now. Come back whenever you'd like to spar again. Такой смешной, все в защите, глазки. Ну, какой-то ты череп получила. Что, вы на самом деле? Не знаю, да нет, наверное. Уроки, ну тут еще есть всякие уроки, но я пока ничего не прокачала. Испытания тут закончились. Ну да. I'll be here if you want to practice more. Доступна краска. Где использовать? Инвентарь, наверное. Инвентарь. Где краска? Где краска? Как ей пользоваться? В ящике лежит, нет? Как ей пользоваться? Что значит заменить ткани? А, модификация. Что это значит? Тут модифицировать можно. Кстати, могу модификацию повешать на... А, ну у меня нет. Нечего? У меня нечего, да. Нам нужна одежда еще, которая урон, броня какая-то нужна. Ну. Нормально. А как краску напялить на себя? Прошу прощения. А где она вообще находится? Вот мне бы знать. Фигурки, ты быстро идешь. Предметы коллекционные. Нет. Носители данных. Ну тут всякие тексты.
Обучение, статистика, биографии персонажей, каталоги машин. Видишь, тут ничего Ну, нет. Нет, это записная книжка, а В инвентаре ничего нет. одежда. В одежде не было? А, это знаешь где, наверное? В ящике? В фоторежиме. А, Лицевая раскраска, вот. Вот. То есть это для фоток. Я думала, носить можно. Видишь, можно макияж. ну это... И все, и так ты же не будешь так проходить. Не буду. Блин, я думала... Раскрасить себя. Да. Могли бы сделать. Так, костер. Пойду сохранюсь на всякий случай, если игра этого не делает. Хотя игра, по-моему, все теперь сохраняется, вообще ничего не надо делать. Да. Вот он. Ну, отлично. Да, согласна. Все. Всем спасибо. Что там за задание еще надо делать? Сейчас. Задания. Основные. Найти Эренда нам надо. Да? Надо сикачей найти. И надо пройти все крепости. Ну, это вот эти вот круги. Найти крепость. Мистера крепость, который самый главный боец в кругах. Все, пока что больше ничего. Бойцовский круг. Поговорите с тренером круга. Мы ж прошли, а что это он у меня не завершился? Наверное, он всегда отображается, как в прошлый раз. Потому что можно всегда прийти потренироваться. Да. Ладно, все, всем. Оставить? Да, этого ставить. Сейчас.